Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 23 февраля, четверг, и мы накануне годовщины российского вторжения в Украину. Естественно, сегодня мы будем об этом в основном и говорить. Но для начала я хотел бы сделать шаг назад к предыдущему моему видео, в котором я рассказывал о том, что российская ядерная триада на самом деле не так хороша, как ее рекламируют в Кремле и кремлевские пропагандисты. И что, скорее всего, это рухлядь, значительная часть которой не соответствует тем критериям, которым необходимо соответствовать настоящему стратегическому оружию. Я вам рассказывал, что это вызвало бурю гнева на скотном дворе мадам Скоробеевой на кремлевском пропагандистском канале, который многие из вас знают. Меня обозвали плохим аналитиком, выразили сожаление, что западные политики читают мои бредовые, так сказать, идеи в популярных средствах массовой информации и, видимо, принимают на основании них решения. Ну и вот, значит, не успели отгреметь вот эти гневные филиппики в мой адрес, как суровая правда жизни подтвердила мою правоту. Вы помните, я рассказывал вам о том, что в начале этой недели Россия проводила по указанию Путина учения стратегических ядерных сил, в рамках которых должно было состояться 2 пуска стратегических ракет, которых, я вам это объяснял, их берут, готовят, там может быть месяц, может быть 2, это 2 ракеты из 700 носителей, которые, согласно договору СНВ-3, могут иметь обе стороны. Так вот, значит, их вылизывали, их готовили, запустили, и случился сбой. Ракета под названием «Сармат» навернулась. Я вам напомню, что ракета «Сармат» – это фактически украинская ракета, которая получила в годы Холодной войны название «Сатана». Это во времена Советского Союза. И Украина была единственным производителем этих ракет и боеголовок для них. И они наводили ужас на Запад, поскольку были надежные, эффективные, и они летали. Затем в 2014 году, после российской агрессии, Украина перестала обслуживать эти ракеты, а они обслуживались Украиной до 2014 года. Их или привозили на территорию Украины, или украинские инженеры выезжали на территорию России. А в 2014 году перестали. И вот с тех пор прошло уже, ну дай бог, с 2014 года. Все попытки российской стороны сделать, вернее как, скопировать эту ракету, но уже под названием «Ярс», вернее, простите, это «Сармат», да, под названием «Сармат», ее красили, перекрашивали, и вот результат, она не летает. Вот так я и подозреваю состояние и остальных компонентов российской ядерной триады. Так что напрасно мадам Скоробеева объявила меня плохим аналитиком. Суровая правда жизни подтвердила, что прав я, а не весь ее скотный двор. Но перейдем, однако, к сегодняшним дням. Они тревожны, господа, должен я вам сказать, поскольку мы ожидаем анонсирования китайского плана так называемого мирного урегулирования, о котором уже достаточно длительное время трубит китайская пропаганда. Накануне китайская газета South China Morning Post, выходящая в Гонконге на английском языке, анонсировала результаты опросов общественного мнения, которые провели Европейский совет по международным отношениям и Оксфордский университет. Согласно опросу, жители Китая, Индии и Турции хотят прекращения военных действий в Украине, даже если означает уступку территорий, украинских территорий России. Вот такие результаты общественного мнения. И что интересно, значит, из вот этих 3 стран
Индия и Китай не на жизнь и на смерть воюют друг с другом, ну, то есть достаточно серьезные. У них даже были боестолкновения по поводу ничтожного кусочка спорной территории в Гималаях. И вот, тем не менее, воюют, не желают уступать спорные территории даже во имя мира. Турция воюет в Сирии, как вы знаете, борется с курдами, ни куска своей территории не хочет отдавать курдам, а наоборот хотела бы там что-нибудь оттяпать у Сирии. Тоже, видите, вот как чужие территории, они жертвуются гораздо легче, чем эти жертвенные жесты совершаются в отношении твоих собственных территорий. Напротив, согласно опросу общественного мнения, большинство жителей США, ЕС и Великобритании считают Россию противником против всяких территориальных уступок Украины этому противнику. И это свидетельствует о большом разрыве во мнениях между Западом и остальным миром, пишет китайская газета South China Morning Post. Сегодня Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина с важным мирным планом. И согласно этому анонсу, план очень важный, очень актуальный, и весь мир, и прежде всего Запад, должны внимательно его выслушать и к нему прислушаться. И судя по словам Лукашенко, этот план, несомненно, нравится не только Лукашенко, но самое главное, он нравится Кремлю, который был оповещен о деталях этого плана в ходе недавнего визита в Москву Ван И, главного архитектора внешней политики Китая. Значит, по словам Лукашенко, видимо, товарищ Си Цзиньпин сделает соответствующий анонс завтра. Одновременно, значит, выходит статья бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Джона Болтона, который пробыл на этой должности в течение года в администрации Трампа. Человек неоднозначный, считается в Вашингтоне суперястребом на грани безумия, поэтому в интеллектуальные средства массовой информации его особо не пускают. И вот он на страницах Washington Examiner, крайне малоизвестной газеты даже в Соединенных Штатах Америки, высказал свое мнение по поводу предстоящего плана. Он сказал, что все, что там будет написано, это чушь собачья. Нужно его отвергать. Украина должна отвергнуть его прямо вот сходу. Почему? Потому что, он предположил, что этот план будет включать такие принципы, как суверенитет и территориальная целостность. Об этом сказал Болтон, надо забыть сразу же, не задумываясь. Вот тут бы я категорически с ним не согласился, потому что эти два вопроса, это вопросы и для Китая чрезвычайно важны в свете его отношений с Тайванем. Если он наплевательски так трактует эти два принципа применительно к Украине, то тогда по аналогии надо так наплевательски, надо соответствующим образом трактовать эти принципы и в отношении его позиции, в отношении с Тайванем. То есть, если чужими территориями суверенными можно жертвовать, тогда и Китай должен пожертвовать своей территорией, которую он считает своей суверенной, то есть Тайванем, и Тайвань имеет право отсоединиться. Вот я думаю, что вот эти два принципа, они, скорее всего, в пользу Украины, потому что они должны подразумевать вывод российских войск с оккупированных территорий. Иначе вся китайская позиция, если трактовать это иначе, то вся китайская позиция по Тайваню, она тут же рушится. И Болтон предположил, что прежде всего это будет иметь пропаганду. Китай хочет использовать его в качестве пропаганды, этот план, в плане влияния на так называемый глобальный юг, то есть те страны, которые принято называть неприсоединившимся. И он закончил статью грозным предупреждением, что если Китай, помимо этого плана,
впряжется в действительно союзнические отношения, в альянс с Российской Федерацией, что будет включать серьезную финансовую и, не дай бог, военную помощь, то это будет означать, что мы вошли в Третью мировую войну. То есть подключение Китая в качестве союзника России – это, согласно Болтону, Третья мировая война. По крайней мере, в плане географии. Должен вам напомнить, и китайцы постоянно это подчеркивают, что они не находятся в союзных отношениях с Российской Федерацией. Потому что союз или альянс – это что-то, направленное против кого-то. Китайцы подчеркивают, что их отношения – это партнерские отношения между двумя странами, которые не направлены против третьих стран или каких-то блоков. В чем они обвиняют Соединенные Штаты и НАТО? Вот именно в этом. Но если вот произойдет то, о чем говорит Болтон, то это будет означать разрыв, то есть переход Китая от партнерских отношений с Россией в союз и альянс, направленные против фактически всего западного мира. Вот в таких драматических тонах описал это Джон Болтон. Одновременно госсекретарь Блинкен, а эту тему потом подхватили средства массовой информации Соединенных Штатов Америки, сегодня об этом писал Wall Street Journal, объявили, что США рассматривают возможность опубликования или раскрытия разведывательной информации о том, что Китай, вероятно, близок к тому, чтобы принять решение об оказании летальной военной помощи России. Подчеркивается, что это решение еще не принято, но если до сих пор Китай, по крайней мере, проявлял осторожность в этом плане и останавливался, по крайней мере, в шаге от оказания летальной военной помощи России, то теперь его позиция смещается в сторону принятия решения о оказании летальной помощи. Это серьезное событие, поскольку по оценке китайских аналитиков речь могла бы пойти не просто о поставке каких-то запчастей или даже боеприпасов, или даже отдельных видов вооружения. Если уже речь идет о Третьей мировой войне, то здесь речь идет о потенциале промышленного производства противоборствующих сторон, производства снарядов и их носителей. А потенциал производственный Китая, он громаден. И если, как вы знаете, западные союзники до последнего времени еще не вышли полностью из вот этой ситуации, когда их производственные мощности по производству снарядов, боеприпасов по-прежнему в значительной степени ограничены, и нужно что-то с этим делать, то Китай, как предполагают, мог бы этот вопрос решить достаточно быстро. Ну и сегодня же началось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где Соединенные Штаты, западные союзники вместе с Украиной поддерживают резолюцию, согласно которой Россия должна совершить немедленный, безоговорочный, полный вывод своих войск с территории Украины. И осуждается ее ничем не спровоцированная агрессия. Союзники надеются собрать под этой резолюцией 130 голосов. Напомню, что последняя, примерно аналогичная по смыслу резолюция была в октябре прошлого года принята. Тогда за нее проголосовало 143 за, и всего 4 страны заняли позицию России. Сейчас Китай
вместе, естественно, с Россией, бешеными темпами пытается как-то так воспрепятствовать принятию этой резолюции или хотя бы сделать так, чтобы ее поддержка была менее значительная, чем в прошлый раз. Накануне выступления Си Цзиньпина о новом плане вышла, она уже датирована следующим днем, то есть 24 февраля, годовщина российской агрессии, вышла редакционная статья Global Times. Это рупор Компартии Китая. Я вам сейчас буквально выскажу, процитирую основные положения, тезисы этой статьи, чтобы вы поняли, или чтобы мы вместе с вами попытались понять, к чему, каким будет выглядеть этот план мирного урегулирования китайский, о котором мы услышим завтра. И вообще, что стоит за этим планом, потому что, в принципе, я разделяю две вещи. План – это одно дело, так называемого мирного урегулирования. Он может иметь целью, прежде всего, пропагандистскую игру Китая. А вот второй вопрос – это о возможности превращения Китая действительно в военного союзника. Ну, в плане оказания финансовой и летальной военной помощи Украине. Так вот, значит, статья, из чего она исходит? Европейский континент, пишет газета, находится на критическом перепутье в связи с войной в Украине, которую они называют конфликтом. И он дошел уже до того, что включает риск применения ядерного оружия. Вот на этом нужно остановиться особо. Потому что это вот, и мы неоднократно с вами это обсуждали, это тезис кремлевский, это вот бряцание или бряцание ядерными причиндалами. Это последнее оружие отчаяния или шантажа Путина. И вот этот же рухнувший сармат и последнее время растущий скепсис на Западе, что Путин решится на применение ядерного оружия, привел к тому, что вот последние месяцы китайцы как-то перестали об этом говорить. И вот буквально в течение последних дней они, я вам скажу так, более конкретно, начиная с Мюнхенской конференции, китайцы вновь начали разгонять эту тему. То есть китайцы здесь играют в одну дуду вместе с Путиным. Такая озабоченность, или все пропало, или надо урегулировать. По китайскому варианту, естественно. Дальше, следующий тезис. С 2014 года США спровоцировали цветную революцию на Украине, и Вашингтон с тех пор разжигает дальнейшую вражду между Украиной и Россией. Но после этого становится все совершенно ясно. Это опять тезис российской пропаганды. Американцы называют, опять-таки, китайцы полностью шли в фарватере российской пропаганды несколько месяцев после начала агрессии, когда они рассчитывали на быструю победу Путина. Потом они как-то так тезис о том, что у России есть законная обеспокоенности в плане своей обороны, они затихли, и вот теперь опять происходит этот всплеск. Далее, что самое главное с точки зрения китайцев в настоящий момент, необходимо избегать конфронтации между великими державами, то есть ядерной войны между Соединенными Штатами и Россией. Опять тезис российской пропаганды. Стороны, глубоко вовлеченные в конфликт, должны как можно скорее успокоиться и перестать переводить конфликт. Не агрессия, не кровопролитная война, а конфликт. В плоскость соперничества блоков. Какой блок? Ладно, можно говорить с одной стороны НАТО, Соединенные Штаты, это блок, а с другой блок. Россия пока это не блок. То есть намекает ли Китай, что может войти в блок с Россией? Вот китайская тонкая дипломатия. Пойди догадайся.
Мы должны осознать, что российско-украинский конфликт возник на почве противостояния лагерей, а не так называемой демократии против автократии. Не нравится китайцам то, как это определили в Вашингтоне, что это борьба между добром и злом, демократией и автократией, лагерей. Опять-таки, каких лагерей? Ну хорошо, западный лагерь, там Украина. А Россия это что, лагерь? Или, значит, китайцы, которые говорят, что они не союзники России, а только лишь партнеры, и это не направлено ни против кого. Значит, получается, они тоже лагерь. Дальше китайцы плачут в связи с тем, что некоторые западные СМИ нацелились на Китай, критикуют. А что произошло? Ван И, прежде чем анонсировать завтра этот мирный план, он в целом обсудил его параметры или основные, так сказать, базовые его принципы с европейскими политиками в ходе Мюнхенской конференции. И везде он натолкнулся на жесточайший отпор, или, я бы сказал так, неприемлемую позицию непринятия этого плана, даже не плана, а его основных положений, со стороны его западноевропейских собеседников, среди которых были это Анна-Лена Бербок, были там представители Италии, Германии, Франции. В общем, с кем он не беседовал, везде ему указывали, что если речь о признании суверенитета территориальной целостности, значит, Путин должен со своими войсками уматывать с украинской территории. Ну и дальше Global Times отмечает, что сейчас мировое сообщество сосредоточено на российско-украинском конфликте. А в других частях света в это же время происходит более 30 военных конфликтов и войн различного масштаба. То есть есть дела типа поважнее, да? Ну, какие-нибудь там Сирия, окей, ну еще что-то, но понятно, что по масштабам, по кровопролитию, по ущербу, по разрушениям, по количеству человеческих смертей, все эти вместе взятые конфликты, так называемые, они несоизмеримы с агрессивной войной России в Украине. Китайцы говорят, что это немаловажно и надо на них обратить внимание. Поэтому, подводит резюме Global Times, пришло время международному сообществу объединить усилия и нажать на кнопку «Стоп» в этом конфликте. Ну что же, давайте прикинем, что может быть там. Ну, конечно, гадать на кофейной гуще – это дело неблагодарное, но на основании тех принципов, которые уже, этого нового плана, которые уже утекли в печать, можно предположить следующее. Опять-таки, но я все-таки думаю, что в какой-то степени, хоть он должен нравиться Москве, Кремлю и Лукашенко, все-таки Китай пытается и подчеркивает, что Китай, оглашая этот план, является объективным наблюдателем, никоим образом не союзник Российской Федерации, он ни в одной лодке с Российской Федерацией. Хотя я вообще только что зачитал там явное противоречие, о каких-то лагерях они пишут. Но тем не менее, они говорят, что этот план будет предоставлен типа объективному наблюдателю, типа как судьей между воюющими, конфликтующими сторонами. Так вот, что бы я мог предвидеть в этом плане? Суверенитет, территориальная целостность. Это обязано предусматривать вывод войск Российской Федерации. Так или иначе. Иначе, если это не так, если Китай будет как-то так вот все это обыгрывать, рассказывать о исторических правах России на вот эти украинские земли, ну тогда рушится вся китайская политика, позиция в отношении Тайваня. Все, абсолютно. Китай не может этого позволить, я так считаю. Во-вторых, значит, одной из целей этот план
имеет пропагандистское влияние на страны третьего мира. Китай хочет возглавить их, как бы, и тогда это превратится в лагерь, пока у них нет этого лагеря. Хочет подставить этот глобальный юг под свой контроль. Поэтому совершенно тупой эквилибристики, то есть заявлять одно, иметь в виду другое, но они не могут себе позволить это делать. Поэтому, по идее, там должно быть о потенциальном выводе российских войск с украинской территории. Но вопрос в том, когда и как. То есть, скорее всего, все начнется с того, что необходимо сделать стоп сейчас, что очень необходимо Путину для того, чтобы залезать раны, переформатировать или переоснастить свои вооруженные силы, переподготовить их, достать, пополнить запасы боеприпасов и оружия, возможно, вместе с Китаем, тайно или открыто. Ну и потом все различается на круги своя. Может речь идти также о том, что они скажут, давайте объявим перемирие на 3 месяца. Это опять то, что необходимо для Путина. То есть, скорее всего, это вот с этого и начнется. А потом, значит, в процессе обсуждений, если обе стороны проявят, бла-бла-бла и так далее, тогда можно рассмотреть вывод российских войск в обмен на нейтральный статус Украины, внеблоковый, демилитаризацию Украины, там, ну и так далее. Вот, видимо, скорее всего, это и будет происходить. Об этом мы более точно узнаем завтра, насколько Китай объективный и не беспристрастный, так сказать, игрок на этом поле. Но теперь второй вопрос, который больше всего волнует американцев, да и, собственно говоря, западных европейцев. Блинкен обещал опубликовать разведданные. Ну, по идее, это должно было быть совершено вот накануне завтрашнего выступления Си Цзиньпина. Или все-таки американцы хотят заслушать, что там в этом плане. Потому что если они раскроют свои разведданные, как они раскрыли это в отношении российских планов нападения на Украину, они тогда должны иметь целью предотвратить решение Пекина оказывать военную помощь Украине. Пока да, пока, значит, они ничего не опубликовали, пока они не говорят о том, что решение не принято. Как пишет американская печать, несколько раз в приватном порядке до китайской стороны доводился месседж о том, что Соединенные Штаты самым жестким образом отреагируют, если китайцы начнут оказывать военную помощь. Американцам есть чем ответить, прежде всего в плане технологий, мы это знаем. Ну и вообще жизнь Китая может значительно усложниться. Самое главное, что Китай окажется в одной лодке с лузером, который с экономической, но мало того, что вот есть иллюзия, вернее, не иллюзия, я бы сказал, заблуждение, что Китай должен быть заинтересован в том, чтобы Россия потерпела поражение в войне против Украины. Оказывается, не совсем так, вернее, совсем не так. Во время Мюнхенской конференции там был китайской делегации, был бывший в отставке старший полковник, есть у них такое звание по имени Джоу Бо. А в настоящее время он старший научный сотрудник Центра стратегической безопасности университета Синьхуа. Университет Синьхуа – это один из ведущих правительственных учебных заведений страны, это очень важно, правительственных, где готовятся кадры на высшие, высокие должности в госаппарате страны. Поэтому этот человек, естественно, и он входил в китайскую делегацию, во главе которой был Ван И, поэтому, естественно, он высказывал
Он доводил активные месседжи, активные мероприятия проводил, тезисы, которые не мог официально высказать Ван И, а вот этот старший полковник в кулуарах их высказывал. Так вот, среди всех его высказываний было такое, что Китай очень обеспокоен возможностью разгрома России, поскольку будет хаос на громадной территории у северных границ Китая, страна напичкана ядерными объектами, ядерное оружие, это будет серьезная угроза национальной безопасности страны. Поэтому разгром России Китаю никоим образом не нужен. Полковник отрицал, что Китай станет открыто оказывать летальную военную помощь России. Но не исключал, что это может быть происходить, такая помощь может осуществляться через третьи страны. Ну, через третьи страны. Известно уже, что в ракетах «Шахед» иранского производства находили компоненты, произведенные в Соединенных Штатах Америки. Но это не значит, что США помогают Ирану создать беспилотники, которые потом поставляются России. И там и французские находили компоненты и так далее. То есть таким же образом через третьи страны без помощи Китая купить китайские компоненты, это еще не значит, что эта помощь оказывалась Китаю. Другие страны также поставляют. Через Турцию идет целый поток, страну НАТО, поток тех товаров, которые запрещены, двойного назначения, которые запрещены для поставок в Россию, но тем не менее поставляются. Через Гонконг идет огромное количество таких контрабандных товаров. Поэтому тут опять-таки, вы нас, найдете вы китайский компонент, а мы скажем, что это не мы. Но тут речь идет, конечно, о масштабах. Одно дело, когда пойдет промышленная поставка боеприпасов и так далее, это очевидно. А вот эти компоненты там то лично помогает Китай, то не лично помогает Китай. Короче говоря, я посмотрел вот накануне обнародования. Во-первых, еще вопрос, будет ли опубликована эта развединформация. Но если будет, это будет серьезный шаг со стороны США, поскольку они раскроют фактически источник. Или, по крайней мере, источник этой важнейшей, ценнейшей информации разведывательной будет поставлен под серьезную угрозу. То есть американцы сделают то, если раскроют эти данные, что они делали с октября 2021 года, когда начали бить в колокола о неминуемом вторжении России в Украину. Я посмотрел в этом плане, что им до сих пор известно. Есть такая организация под названием Американо-Китайская комиссия по обзору экономического положения и безопасности. Очень серьезная организация, которая как раз мониторила позицию Китая в отношении российской агрессии в Украину буквально каждый божий день, начиная с начала агрессии. И целый список по дням, по датам, длинный список, когда китайцы что говорили, что поставляли и так далее. Не буду вас утомлять под этими датам и так далее. Расскажу наиболее основные вехи, что делал Китай в плане оказания поддержки России. С началом агрессии Китай, в общем-то, был на стороне, во всяком случае в пропагандистском плане, был на стороне Российской Федерации, полностью поддерживал тезисы российской пропаганды. Затем, в течение всего этого времени китайцы не воздерживались от оказания летальной военной помощи. Было поставлено несколько тысяч наименований товаров двойного назначения. Среди них выделяется следующее. Чипы. Это было более 1000 поставок микрочипов, но на сумму всего-навсего $1 200 000. То есть, чипы, они вообще-то, это не носки китайские, не зонтики, это достаточно дорогие вещи. То есть, судя по всему, их количество было не такое уже и огромное.
Были поставлены запасные части для самолетов Су-35, также компоненты для камер, для инфракрасных камер и изделия, которые применяются в радиоэлектронной борьбе, конкретно для подавления сигналов, электронных сигналов противника. Вот, собственно говоря, и все, что удалось отследить. Главная помощь Китая была в том, финансовой. Она выражалась в том, что Китай закупал и продолжает закупать в больших количествах нефть и газ. И Россия стала играть, она сейчас на первом месте в качестве партнера Китая. Но, по большому счету, были редчайшие случаи, когда Китай нарушал какие-то международные санкции на этот счет. Ну так вот были случаи, когда Китай закупал, это мелкие и средние китайские предприятия, не государственные, закупал, начиная с декабря прошлого года, на нефть по цене свыше $60, свыше потолка. Но в этом случае эту нефть перевозили китайские танкеры и страховали китайские компании, поэтому формально предъявить нечего. Теперь, что касается поддержки. Вот до ноября месяца Китай фактически, до ноября прошлого года, Китай фактически, как попугай, повторял тезисы российской пропаганды, одна из которых состояла в том, что необходимо соблюдать законные обеспокоенности в плане безопасности всех сторон. Это вот тезис российской пропаганды с конца 2021 года, когда российский МИД, вы помните, выдвинул ультиматум НАТО с тем, чтобы НАТО собирало вещички и убиралось до 1997 года границам, поскольку Россия имеет законную обеспокоенность. И вот Китай это все повторял. Потом это постепенно сошло на нет где-то к осени, помимо того, как сопротивление ВСУ росло, а потом, после того, как российские войска огребли в Харьковской области, то есть Россия начала терпеть поражение, инициатива перешла в сторону ВСУ. 16 ноября министр иностранных дел Китая Ван И, он еще был тогда министром, заявил, что одобряет обещание России не применять ядерное оружие в отношении Украины, которое Россия дала на саммите группы 20. И Китай признает, что Россия подтвердила свою позицию о невозможности и недопустимости ядерной войны на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это очень важный вопрос, скажу я вам, господа, потому что, мы недавно с вами говорили о этих ядерных, много раз говорили о этих ржавых ядерных причиндалах Путина, и это главная карта, блефовая карта Кремля, которую он разыгрывал до последнего времени, вплоть до того, как навернулся этот сармат в начале этой недели. Так вот, к сожалению, не сразу в определенных кругах Пентагона, вернее, не Пентагона, скажем так, Вашингтона, было достигнуто полное понимание, что это в значительной степени блеф. И американцы попросили китайских товарищей уговорить Россию не применять ядерное оружие. В принципе, не применять то, что Путин бы не применил бы ни в коем случае. И это дало карту китайцам, которую они вместе с россиянами же и разыграли. А карта была, что китайцы проводили большую работу со своими московскими товарищами и убедили их, что не надо ядерное оружие применять. И те согласились. В общем, Китай сделал большой фавор, большую уступку и услугу западному миру. Потом это как-то так забылось постепенно. А вот сейчас, буквально с Мюнхенской конференции, опять китайцы вытащили это на поверхность. И когда на Западе уже и в США уже наплевали в значительной степени эту угрозу ядерной войны, китайцы вытащили эту
замшелую дубинку ядерной войны. Уже в Москве об этом молчат. Эту дубинку теперь подняли китайцы и начали вместо Москвы пугать Запад. То есть вот так они неожиданно получили карты в руки. Что происходит дальше? Это в ноябре, значит, я вам сказал, что китайцы якобы уговорили российских товарищей не применять ядерное оружие. А 23 декабря посол Китая в Европейском Союзе Фуконг в интервью газете South China Morning Post заявил, что Украина поставила Пекин в очень сложное положение. И это нанесло ущерб отношениям Китая с Евросоюзом, своим самым главным партнером экономическим. И Китай считает себя сопутствующим ущербом, то есть жертвой, как то, что они называли кризисом. Не кризисом, а российской агрессией. И призывает призывает европейских своих партнеров, дипломатов, не придавать слишком большого значения высказываниям о безграничном партнерстве Китая с Россией. То есть вы чувствуете, как они съехали. Я, в принципе, вот когда это все происходило, я вам все это подробно достаточно рассказывал именно тогда, когда это имело место быть. 19 января уже этого года бомба. Financial Times британская сообщает, что анонимный китайский чиновник, это был дипломат высокого ранга, сказал, что президент Путин, там термин был crazy. Crazy это можно перевести как сумасшедший, но сумасшедший, я бы сказал, скорее подходит слово mad. А crazy это, скорее всего, сбрендивший или придурок. Вот так, по большому счету. Придурок, crazy. Хорошее высказывание, да, в отношении стратегического партнера. И это ведущая, одна из ведущих западных британских газет. Он также, чиновник, утверждает, что Китай не должен следовать за Россией так просто, в фарватере и так далее. И признает, что решение о вторжении, здесь речь уже идет о вторжении России, а не конфликте просто, который вызван там кланами, борьбой различных международных лагерей. Так вот, решение вторжений принимала лишь горстка российских чиновников. Так оно и было. То есть совершенно здравый месседж. То есть, что мы имеем? Мы имеем вот до января, до фактически 10 января китайцы отыгрывают обратно. Китайский посол в Соединенных Штатах становится министром иностранных дел. Я вам это рассказывал, там разные интервью. Фактически Китай через свой МИД протягивает пальмовую ветвь Америки Западу. Россия, Путин сумасшедший, крейзи или придурок. Горстка чиновников приняла это дурацкое решение, и Китай является жертвой этой войны. При этом Китай так особо, китайские банки, крупные компании не нарушают, не замечены в нарушениях западных санкций, хотя не присоединяются к ним, а то, что можно назвать военной помощью, это поставка товаров двойного назначения, которая, по большому счету, была незначительной. Ну, например, тут, в частности, отмечается, что умельцы в России закупали дроны китайской компании DJI. Там можно было перепаять один чип, и он превращался в долголетающий и далеко летающий аппарат, который можно было успешно применять в военных целях. Компания DJI тут же отказалась продавать в России, заявила, что ее дроны не должны иметь никакого военного назначения. Ну и вот, то есть на этом поставила крест, потому что это достаточно крупная в этом смысле, в этом сегменте компания в мире. И Россия, ну никак российский рынок не стоил того, чтобы подрывать ее позиции во всем мире. Вот это была в основном реакция
американских, китайских компаний. Итак, что же произошло? А и произошел вот этот несчастный инцидент. Я бы его назвал так, с вот этим шаром китайским, который залетел в воздушное пространство Соединенных Штатов. В последнем номере американский журнал Foreign Affairs, очень уважаемое, серьезное издание, опубликовал статью, в которой говорилось, что вот этот шар, кстати, о шаре, занимается ФБР изучением его останков, скажем так, и там до сих пор не обнаружено никаких приборов шпионского назначения. То есть его цель была какая-то другая. Не было там разведывательного оборудования. Как он вообще появился? Foreign Affairs сообщает, что в Китае существуют враждующие фракции. И это знаю из моего общения с китайскими разведчиками еще в середине 80-х. После ухода Мао китайский политикум, в отличие от российского, это борьба различных фракций, несмотря на то, что Компартия одна. И они очень остро соперничают. Так вот, вот сейчас в Китае этот шар, его запуск в американское воздушное пространство стал следствием противоречий, противоборства двух кланов – военной армии, китайской армии и Министерством иностранных дел. Борьба была неравная, поскольку армия – это столб номер один китайского режима, а МИД, он предназначен для того, чтобы так замылить глаза международной общественности на то, что делает Китай на самом деле. То есть, получается, согласно этой статье, это запустили военные, которые были недовольны, китайские, которые были недовольны вот этим каким-то улучшением, смягчением отношений наметившимся между Китаем и Соединенными Штатами. А там должен был последовать визит Блинкена, который вообще мог стать прорывом, да? Там речь должна была идти о двусторонней встрече между Байденом и Си Цзиньпином. И вот запускается этот шар. Можно было бы, и американская администрация правильно сделала, что сначала его игнорировала. Можно было, в конце концов, его втихаря сбить без всякого шума, как говорил Папанов, помните, без шума и без пыли. А потом в дипломатическом плане все это дело обговорить с китайцами, не привлекая внимания средств массовой информации. Но с американской стороны голос подали республиканцы, для которых главное сейчас это выборы президента в следующем году. И они начали кричать, обвинять администрацию Байдена в том, что они мягкотелые, нерешительные, страна в опасности. Ну вот это весь шум-гам. И администрация, она не то что дрогнула, но она поддалась вот этому крику и шуму. Вопрос стал публичным, сбили этот шар, который не оказался шпионским, но ущерб был нанесен. Вот эта риторика, которая последовала в связи с этим, она уничтожила все то, ну не совсем уничтожила, но испортила в значительной степени то, что позитивно появилось в последние месяцы. И ситуация очень мне напоминает то, что произошло в свое время в Советском Союзе, когда самолет У-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом, был сбит в небе в Свердловской области. А тогда обговаривалась встреча в верхах между советским и американским лидером в Европе, должна была осуществиться. Но Никита Сергеевич вошел в раж, не стеснялся в выражениях, нес на американского президента всякую ерунду. Короче говоря, двусторонние отношения вместо того, чтобы улучшиться, вошли в пике, который закончился кризисом на грани войны, Карибским кризисом. И только после этого начался отскок. Вот нечто подобное, хотя в значительно меньших масштабах, что-то происходит вот сейчас. Поэтому я лично ожидаю с большим интересом выступления Си Цзиньпина. Подозреваю, что за
за заявлениями о том, что Россия и Китай не союзники, подчеркиваю, они не союзники, китайцы каждый раз повторяют это, они как бы посторонние наблюдатели. Они выше всего этого, то есть они позиционируют свою позицию сейчас таким образом, надо подняться выше вот всего того, что происходит, нажать на кнопку «Стоп» и остановить Третью мировую войну, о которой уже Япония забеспокоилась, которая сегодня в 4 раза увеличила свою помощь Украине и заявила о том, что теперь Япония выступает в качестве лидера, ведущего за собой весь мир в поддержку Украины. То есть кипение в котле достигло критической отметки. Я подозреваю, что в этом плане будет попытка. Самое главное, что сейчас нужно Путину, это приостановить, добиться то ли перемирия, то ли просто прекращения огня на лучше месяца на 3, лучше всего. Ну, хоть как-то. Или на неопределенный срок, для того, чтобы все пополнить и так далее. Ну, а дальше, в общем, как это у нас говорили, разговаривать. Ну, а второй важнейший вопрос – это о возможности военной помощи Китая. Из того, что доносится из Китая и Соединенных Штатов Америки, то есть американцы, они забили в колокола по худшему варианту, что решение о помощи будет принято. Но пока об этом далеко. Даже американцы признают, что только есть движение, наметки, что она может быть принята. Понимаете, сколько тут условностей. Может, наметки, движение в сторону этого решения. Его еще нет. Через третьи страны это невозможно контролировать. Вернее, как? Если это в небольших количествах, то это понятно, что это может быть контрабанда. Если в огромных количествах, тогда это просто через ту же Турцию, через Гонконг может все это происходить. Ну вот где мы, господа, находимся. В конечном счете, все это происходящее свидетельствует о том, что Кремль находится, Путин, в критической ситуации. Речь идет, китайцы уже заговорили о том, что нельзя допускать разгрома России. Что такое разгром, пока не подразумевается. Скажем так, нанесение ей такого военного поражения, после которого она не оправится минимум 30 лет, с моей точки зрения, оправдано и будет приемлемо для Китая. Экономические отношения Китая с Европой, прежде всего Евросоюзом, 850 миллиардов торговый оборот, товарооборот по сравнению со 190 со стороны России, это несопоставимые величины, а если добавить Соединенные Штаты сюда, так вообще. Китаю необходимо экономическое развитие и выхода. Они сейчас в экономическом спаде практически на грани этого находятся. Им нужно решать экономические задачи, а не впрягаться в борьбу кланов, против которых они же и предостерегают. Поэтому очень надеюсь, что под безумием я имею в виду объявление Китая о том, что будет помогать в военном плане России, его не произойдет. Вот, господа, в какой ситуации мы находимся. Сложная, но в значительной степени ее исход сейчас зависит от успехов ВСУ на поле боя. И в этом плане в американских изданиях, близких к Пентагону, появилось сообщение о том, что дальнобойность артиллерии ВСУ существенно увеличилась. И теперь ВСУ могут наносить удары, которые находятся минимум на расстоянии 80 километров от своих позиций. И теперь со своих позиций они достают и поражают объекты, которые находятся, раньше были за пределами Хеймарсов, МЛРС. Предполагается, что в бой пошли, как же называется, бомбы малого диаметра,
которые запускаются, то есть наземного базирования, которые запускаются с Земли. Процесс пошел, то есть то новое оружие, которое обещали союзники, судя по всему, поступило. Там должно еще прийти то, которое еще не было афишировано. То есть большая надежда на успехи ВСУ предстоящей весенне-летней кампании, которая вот и решит, по большому счету, исход этой войны. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить затянувшийся сегодня эфир. Извините, но ситуация, вы видите, настолько сложная, что в течение 10, 20, даже 30 минут рассказать невозможно о ней. Я готовился долго, перелопатил массу информации. Мог бы вам еще часа 2-3 на эту тему рассказывать. Но, надеюсь, вы поняли параметры той сложнейшей ситуации, в которой оказался фактически весь мир. Но получается, что Россия одна, лагеря и союзников у нее нет, даже Китай не союзник, как он утверждает. А Украина находится в надежном союзническом лагере. За ней весь цивилизованный мир. Поэтому, как всегда, друзья, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг, несомненно, будет разбит, и победа будет за нами, за силами добра. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, надежды и веры в том, что победа к нам придет. До новых скорых встреч!